Есть в Липецкой области небольшой городок Чаплыгин. Раньше он назывался более необычно для России – Раненбург. Еще раньше – Ораниенбург, а до того просто село Слободское. Вот мы и решили поехать посмотреть, что это за городок такой, что в нем хорошего и интересного. Все-таки городок старинный, крепость выстроена самим Петром I, а село вообще 17 века. Теперь тут, конечно, все тихо и мирно, очень много зелени, цветов и старинных домиков. Приехав в центр города, мы там сразу увидели главных здешних героев – Петра I и его верного Алексашку Меньшикова. Они красуются около парка на центральной улице, да не пешие, а конные. Памятник от благодарных горожан за то, что они основали город. Вернее, сначала просто крепость. В парке стоит самое старое здание города – каменные палаты все того же Меньшикова. Ему вообще Петр широким жестом эту крепость подарил. В палатах теперь краеведческий музей отличный, много интересного, даже кости мамонта есть. Так что рекомендуем обязательно туда зайти и все осмотреть. Не так много у нас есть старинных палат, куда открыт доступ. От крепости осталось немного, но ее следы в парке мы нашли без труда. Прямо рядом с палатами Меньшикова есть остатки земляных валов и рвов, и даже некоторое подобие восстановленных фрагментов крепостной стены. Петр I выстроил эту крепость по голландскому образцу, что-то вроде пробного макета перед строительством Петербурга. Между прочим, в этой самой крепости после смерти Петра сидел под арестом сам Меньшиков. Вот такая ирония судьбы. И еще тут много кто сидел. В том числе была печальная история. Сюда сослали совсем еще ребенка, свергнутого царя Ивана VI, несостоявшегося русского правителя. Ему тоже поставлен памятник, грустный такой, рядом с Петром. Деревянного дома, где останавливался Петр, конечно, давным-давно нет. Поэтому в поисках копии Петровского домика мы добрались до местного центра туризма. Там сделали реконструкцию его комнаты в привычном для Петра I спартанском духе, с обстановкой самой простой, без намека на роскошь. Очень поучительная картина, по-моему. Сначала город назвали сложно – Ораниенбург. Но народ, чтобы не ломать язык, быстро переиначил название в Раненбург. В конце XVIII века он получил статус города, и тут как начали все застраивать. Самое высокое здание Раненбурга вы сразу заметите. Это стройный и красивый Троицкий собор. Он виден практически отовсюду. Собор строили в начале XIX века больше 10 лет, но старались не напрасно. Храм получился великолепным, так сказать, с губернским размахом. Колокольня у него высотой больше 70 метров, а шпиль целых 22 метра. У подножия собора площадь, на которой сохранились торговые ряды. Они раньше были раза в 2 больше. Тут вообще была большая хлебная торговля, проходило 3 ярмарки в год. И здание торговых рядов такое внушительное, с колоннами. Сейчас это сельскохозяйственный рынок, если верить надписи на здании. А прямо за собором мы внезапно встретили небольшой памятник академику Чаплыгину, в честь которого Раненбург после Великой Отечественной переименовали. Памятник чем-то неуловимо напоминает Ленина, по-моему. Вообще же застройка Чаплыгина-Раненбурга нам очень понравилась. Может быть, прямо выдающихся отдельных особняков и нет, но зато есть много-много целые улицы старинных домиков, одно- и двухэтажных, в которых были и купеческие лавки, и всякие учебные заведения, казенные и частные учреждения, и жилье. Сразу видно, что каждый хозяин строил по своему вкусу. Выходишь на центральную улицу, и вот тебе виды, почти как со старинной открытки. Словом, гулять по городу и смотреть на храмы и разнообразные купеческие дома – большое удовольствие. Погружаешься в атмосферу дореволюционного русского городка. И не верьте тем, кто говорит, что городок заурядный. Тут, может быть, не осталось каких-то суперпамятников архитектуры, зато атмосфера чувствуется. А еще замечательно то, что город очень зеленый и не застроен уродливыми многоэтажками. Наоборот, тут в самом центре, около бывшей крепости, полно частных дворов, утопающих в зелени, как в старину. Чтобы мы не сильно погружались в XIX век, в центре стоит большой военный мемориал с солдатом и мирными людьми, которых он защищал. А еще есть совершенно невероятная шеренга героев, портреты которых изготовили, кажется, методом чеканки. Мы таких больше нигде и никогда не видели. Героев в Раненбурге было много, кстати.
Старинная застройка есть в большом количестве не только на центральной улице города. По остальным очень рекомендуем погулять. Там тоже и дома, и храмы. Вот очень красивое деревянное здание дворянского собрания мы нашли, почтовую контору и многое другое. Вместо почти срытой крепости на берегу речки с необычным названием Ягодная Ряса разбит большой парк. Его украшает несметное количество героев из старых советских мультиков и сказок. Тут вам и крокодил Гена с Чебурашкой, и все население Простоквашино и так далее. Для селфи, а особенно для фоток детей с этими фигурками, просто безграничный простор. А если попадете сюда на выходных, то можно покататься на колесе обозрения, посмотреть на город с высоты. Вообще же Чеплыгин-Раненбург – городок замечательно атмосферный. Как мы поняли из двухдневной поездки с одной ночевкой, сюда стоит приезжать не за выдающимися памятниками, а просто чтобы почувствовать себя немного в другом времени. Здесь это точно получится. В каждом выпуске мы рассказываем о необычном и самом интересном. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик уведомлений, смотрите и путешествуйте.